Экстренные новости. SEC подает в суд на Binance. CZ грозит заключение по обвинениям в отмывании денег, воровстве клиентских средств, покупке яхты за 11 миллионов долларов, а также в сотрудничестве с бывшим главой FTX Кудрявым Сэмом. SEC напечатала более сотни страниц обвинений и утверждает, что CZ создал самую масштабную схему по обману американских клиентов. А также у SEC есть свидетель, который был главой Binance USA, и он пообещал слить все секретные махинации CZ. Биткоин уже упал на 7%, а токен BNB улетел на 10% вниз. Многие бьют тревогу, что нужно выводить деньги не только с Binance, а со всей крипты. Ведь Binance контролирует около 90% торгового объема на всем крипторынке. Новости, конечно, страшные, особенно для клиентов Binance, но не спешите в панике выводить свою крипту. Для начала давайте выдохнем и немного успокоимся. Пока что CZ контролирует ситуацию, и он уже опубликовал у себя в Твиттере цифру 4. А это значит, что не стоит подвергаться провокациям. Но чтобы понимать, насколько печальными могут быть последствия этих событий, мы сняли для вас данное видео. Конечно, мы могли выпустить его еще вчера, но решили подсобирать больше информации, чтобы видео получилось гораздо интересней. И поверьте, это того стоило. Поэтому перед просмотром единственное, что я вас попрошу сделать, это поставить видео лайк. Мы постарались снять его для вас максимально оперативно, и это точно заслуживает вашей поддержки. И как только мы наберем 800 лайков, мы снимем для вас вторую часть, ведь много важной информации не попало в это видео. А также сейчас события развиваются очень быстро, и мы не успеваем освещать их на ютубе, но зато все самое актуальное есть в нашем телеграм, в котором мы первые опубликовали данную новость. Так что подписывайтесь, ведь вся важная информация будет выходить именно там. Ну а теперь без лишних слов переходим к видео. Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Что ж, давайте разберем, что вообще произошло, потому что SEC не просто назвала BNB ценной бумагой, а она выдвинула аж 13 обвинений, и чтобы вы понимали, они напечатали 136 страниц, поэтому давайте пройдемся по главным из них. Для начала вы должны понимать, что SEC сразу обвиняет Binance, CZ и еще американский филиал биржи Binance USA в нарушении федеральных законов о ценных бумагах. В судебном иске говорится, что Binance USA и CZ продавали зарегистрированные ценные бумаги широкой публике людей в виде токенов BNB и стейблкоина Binance USD, который, кстати, напомню, уже не выпускается, так как компания Paxos еще в феврале получила предупреждение от SEC. Аналогичные обвинения выдвигаются против BAM Trading, управляющей компанией Binance USA и самой Binance, включая отказ от регистрации в качестве клирингового агентства, отказ от регистрации в качестве брокера и отказ от регистрации в качестве биржи. SEC также утверждала, что Binance допустила смешивание клиентских средств, и CZ тайно контролирует Binance USA, и что компания, принадлежащая и управляемая CZ, завышает объем торгов Binance USA. Такие обвинения в смешивании средств между биржами Binance получала много раз, и последнее было недавно, в марте, только от другого регулятора США SFTC. Но для тех, кто не в курсе, Binance USA и обычная Binance — это две разные биржи. Одна работает только на территории США, а другая не позволяет регистрацию с Америки и предназначена для других стран. И соответственно все счета у них разные и управляющие тоже разные. Но, как вы поняли, SEC утверждает обратное. Ведь в этом иске несколько раз говорилось, что Binance разрешала гражданам или проживающим в США торговать на своей платформе, несмотря на то, что это не так. И в этом иске написано следующее. Когда в 2019 году была запущена Binance USA, Binance объявляла, что внедряет средства контроля, чтобы заблокировать доступ клиентов из США к платформе Binance.com. На самом деле Binance поступила наоборот. Они эти элементы управления делали тайно, потому что, как признал сам Джао, Binance не хотела нести ответственность за эти действия. То есть вы понимаете, что SEC как бы все равно, что происходит на самой Binance, но регистрация на ней граждан США – это для них главная претензия. Хотя мы неоднократно сталкивались с тем, что пройти регистрацию на Binance или других биржах, кроме Coinbase, из Штатов практически невозможно. Насчет смешивания средств в иске говорится, что Binance и ее плохой финансовый контроль означали, что средства клиентов были перенаправлены, в том числе и для личного использования. Маркетмейкер Merit Peak Limited, ранее связанный с Джао, имел доступ к миллиардным средствам клиентов, в то время как Sigma Chain, еще одна организация, контролируемая CZ, получила почти 200 миллионов долларов от BAM Trading, а сам CZ якобы лично получил 62,5 миллиона долларов с одного из банковских счетов Binance в период с октября 2022 года по январь 2023. А еще по традициям таких расследований была найдена яхта за 11 миллионов долларов, купленная Sigma Chain со счетов, который имел доступ к средствам клиентов. И это очень сильно напоминает историю с FTX и Кудрявым Сэмом. И цепочка складывается
оказывается следующее. Согласно иску, CZ владел 100% компании под названием CPZ Holding Limited, которая в свою очередь владела 100% BAM Management Company Limited, которая со своей стороны владела 81% BAM Management USA Holding Inc., а оставшийся капитал приходился на инвесторов и бывших сотрудников. И самое интересное, что BAM Management USA является материнской компанией BAM Trading Service, которая в свою очередь управляет Binance USA. То есть, как утверждает SEC, прямым владельцем американского филиала является никто другой, как CZ, что дает им полное право подать на CZ в суд. И это даже не учитывая того, что они назвали BNB ценной бумагой. Кстати, SEC назвали и другие монеты незаконными акциями. Под раздачу попали Solana, ADA, Matic, Koti, Algorand, который Генслер вообще однажды рекомендовал и говорил, что это замечательный блокчейн для создания проектов. Поэтому теперь вы понимаете, кем на самом деле является Генслер. Также в списке были токены Filecoin, Atom, Sandbox и Mana. И все эти монеты, конечно же, полетели вниз. Но в очередной раз напомню, что на падении также можно зарабатывать, если вы используете подписку Coin22 Pro. Наши сделки, как всегда, отработали отлично, и участники Pro получили от 15% на падении Hedera, от 30% на шортах по биткоину, и буквально вчера прямо на падении забрали от 40% чистой прибыли по Sandbox. Поэтому, если вы желаете зарабатывать так же и хотите получить бесплатное обучение, которое мы предоставляем, всю важную информацию можете найти по ссылке в описании. Вначале я говорил, что у SEC есть свидетели, которые ранее работали на Binance USA, поэтому интересно, какие они дали показания. Например, бывший генеральный директор Binance USA Брайан Брукс, который ушел с поста в 2021 году, сказал: «Я понял, да, на самом деле я не тот, кто управляет этой компанией, и миссия, на которую, как мне кажется, я подписался, не является миссией. И как только я это понял, я ушел». И Брукс сильно беспокоился о том, что делают Metric Peak и Sigma Chain на платформе Binance USA. И он сказал: «Наши клиенты не могли, как вы знаете, выполнять заказы без присутствия этих фирм на нашей платформе. Я думал, что это настоящая проблема. Это предполагало, что компания на самом деле сильно зависит от CZ, не только как от главного лица, но и как от экономического контрагента». Также SEC говорит, что Binance USA уклоняется от правил регулирования, и все обслуживание биржи проводится через основную Binance. И при этом Binance имела доступ к кошелькам и активам Binance USA, также к инструментам хранения и закрытым ключам, и без Кудрявого здесь также не обошлось. Ведь в иске также отмечалось, что у Binance USA есть собственное внебиржевое отделение, и в течение 2 лет его единственным контрагентом была компания всеми известного Сэма Бэнкмана-Фрида Alameda Research. Как вы видите, обвинений очень много, и это мы только прошлись по основным. Но самое интересное, что же грозит Binance и в частности CZ. По факту SEC стремится помешать Binance USA и каждому из соответствующих агентов продолжать нарушать федеральные законы, выдавать любые незаконно полученные доходы с процентами до вынесения решения и платить гражданские штрафы. SEC также хочет запретить CZ быть должностным лицом или директором любого эмитента ценных бумаг и заблокировать Binance USA и ограничить CZ от участия или торговли любыми ценными бумагами. Еще в иске говорится, что это также будет включать в себя полную блокировку действий ответчиков. То есть какие бы оправдания ни заявляла Binance или CZ, SEC никого слушать не будет, пока биржа является незарегистрированным брокером. Но Binance, конечно же, молчать не стала и в этом длинном твите назвала иск последним примером принудительного регулирования и сказала, что считает иск необоснованным, а также заявила: «Для ясности, любые утверждения о том, что пользовательские активы на платформе Binance USA когда-либо подвергались риску, просто неверны. Все пользовательские активы на Binance и партнерских платформах Binance, включая Binance USA, находятся в безопасности, и мы будем решительно защищаться от любых обвинений». CZ, как всегда, опубликовал 4 как в знак фуда и по сути признав обвинение полным бредом от SEC, ну и сказал, что будет держать нас в курсе всех событий. Как результат, мы получили падение битка на 7% за сутки, BNB на 10%, а остальной рынок также показал от 5 до 12% падения за 24 часа. Но самое удивительное — это выводы с биржи Binance, которые не выросли, а наоборот упали, что демонстрирует уверенность инвесторов. Сам CZ получил ряд твитов в поддержку от влиятельных личностей в крипте, таких как Джастина Сана, главы Huobi, от директора Кардана Хоскинсона, который сказал, что это начало пути внедрения CBDC, и еще от одного влиятельного пользователя Twitter, который сказал, что это не SEC против Binance, а SEC против крипты. И каждый из них заявил, что готов помочь Binance в решении этой проблемы. На данный момент, пока дело не дошло до суда, Binance грозит штраф, который явно будет несколько миллионов долларов, а также потенциальная полная блокировка платформы на территории США. Но хочу сказать, что это далеко не первая претензия от SEC, которую получала Binance, и мы как инвесторы к этому уже привыкли. Отталкиваясь от прошлого опыта или
даже от последних обвинений SFTC в марте, ни одно дело пока не оказалось в суде, и в тюрьму никого не посадили, так как крипта это очень хрупкая вещь, чтобы выносить четкие приговоры по закону. Наверняка это была спланированная атака на Binance от Генслера, который хочет добиться хоть одной победы, особенно после того, как его отчитал Конгресс как школьника. Но Binance уже давно готова к таким провокациям, и ее армия адвокатов стоит на низком старте, чтобы начать защищать биржу. И даже если SEC начнет усиливать давление на Binance и доказывать свои обвинения, жесткое влияние на биржу это вряд ли окажет, потому что компания всегда может уйти в офшор, как это делала FTX, и спокойно оттуда предоставлять свои услуги. Стоит ли нам выводить деньги? Да в принципе нет, ведь Binance это самая надежная биржа, которая не раз подтверждала свои резервы. Правда, если вы прям переживаете за свои деньги, конечно лучше перевести их на кошельки, желательно на холодные. А рынок скорее всего как обычно восстановится после того, как события утихнут. Но если SEC продолжит подливать масло в огонь новыми фактами, падение крипты может затянуться. И в любом случае тут без второго видео не обойтись. Собственно говоря, такую первую информацию мы имеем на данный момент. Но события, конечно же, будут развиваться, и мы уже планируем снимать для вас продолжение. Поэтому, чтобы оно появилось на канале, давайте соберем 800 лайков. Все вопросы, а также ваше мнение можете оставить в комментариях. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео, и увидимся уже очень скоро. Всем пока!